Если вы мастер и вам пытаются продать вот это задорого, не ведитесь. Это просто элементарный развод на деньги. Никак не могу это больше назвать, потому что это стоит очень мало, $35. Всем привет, меня зовут Аня Куцеволова. Сегодня мы решили запустить наш YouTube-канал. Это будет наше первое видео. Это будет обзор аппаратов для перманентного макияжа. Точнее, обзор аппаратов для тату и перманентного макияжа, которые используют мастера перманентного макияжа. Я начну рассказывать, наверное, от худших, от самых дешевых, таких самых ломающихся, к нормальным, адекватным, качественным аппаратам. Вот здесь у нас самые-самые прикольные машинки. Шучу, они не прикольные. Смотрите, сколько их много. Они не имеют названия. У них стоимость составляет $35 или 30, не помню, честно. Мы вам можем дать ссылку, она будет в видео прикреплена на каталог, где можно их заказать, и артикул там полностью, там можно написать на почту мистерам китайцам, они вам все расскажут. Коробка у них вот такого плана, она подписана брак, потому что здесь лежит все это добро. Если вы увидите вдруг такую коробку, которую продают студии, и в ней такую же машинку, и будет она стоить дороже $30, то не ведитесь, пожалуйста, не покупайте их, потому что эти машинки, они, мягко говоря, не очень хорошие. Так, ладно, починили. Вставляю обычный шнур, вот с таким входом, не знаю, как он называется, я не электрик, не механик, не инженер. Вот. Так, сейчас я ее починю. Вот. S-скорость. Вот здесь у нее регулируется скорость типа. Вот видите, крутится. Но если бы она у меня не сломалась вот таким образом, то она бы регулировалась нормально. Но она все равно работает. Нет, она не работает. Мы скрутим вот эту пластиковую насадку. Она никак не стерилизуется. Вот это иглодержатель. Если в него попал пигмент, то это все. Вы уже заразите другого клиента. Ими просто нельзя работать. Это тоже сломано. И это сломано. Вот здесь у нее регулировка скорости. Вот здесь регулировка вылета иглы, я так понимаю. Иглу можно использовать любого формата, как акупунктуру, так и разные обычные китайские иголки такого плана. Иголку я подгибаю, чтобы она не вылетала. Если ее не подогнуть, она будет вылетать. Представьте, вы все эти манипуляции делаете при клиенте. Вы трогаете иголку, ее обрезаете. Я юбочку разрезала, чтобы она туда оделась. Теперь попробуем ее. Та-дам! Работает. Так. В чем ее плюсы? В том, что она очень дешевая. Вы можете купить их несколько штук на AliExpress и тренироваться на латексе, пока они у вас не сломаются. В чем минусы? Вы не можете работать стерильно с ней. То есть, если вы поработали с одним клиентом, и у вас попал пигмент вот сюда в иглодержатель, то все, это уже машинка, которой вы не можете больше ни с кем работать. Это невозможно, потому что это не стерильно. И они ломаются, они, как вы видите, очень быстро ломаются. Буквально все, вот, которые здесь лежат, машинки, они все вот так вот изломаны. Иногда у них выскакивает вот эта штука, куда вставляется, как она называется, я не знаю. Короче, сюда вставляется шнур. Вот, их можно починить, но работать они уже не будут. Как видно, мотор, вот мотор какой-то очень весь перепаянный, склеенный. Его никак не разобрать, если он только сам не сломается. Там вот какие-то штуки есть. В общем, машинка плохая. Если вам предлагают ее купить за 18, 15 и даже 10 тысяч, не ведитесь, не покупайте. Дальше у меня тут еще очень много машинок есть.
Вот эти машинки у нас такого же плана, они тоже с иглодержателями, видите, вот дырочки, куда вставлять иглу. Вот в этой машинке, это какая-то модель Гиансана, здесь он сменный. Если сюда попала краска, то вот эта штука, она меняется. Я их заряжать не буду, потому что они работают по такому же принципу абсолютно, как и первая наша машинка. Вот эти машинки, они вообще стоят долларов по 15. Они, в принципе, нормально подходят для тренировок. На этой машинке даже ничего нигде не регулируется, в смысле она не крутится. Вот она, ты ее включил и все, и она работает. Вот одна кнопка. Вот включил, выключил, все, ничего больше не крутится. Мне кажется, она сломана. Может быть и не сломана, если она не сломана, то это очень плохо, потому что звук ужасный и вибрация очень сильная, я не знаю, как ей можно работать. Но есть другие модели Гиансаны, вполне возможно, они лучше, но работать я ими тоже не могу. Я пробовала, честно, я делала глаза, я делала брови, мне не понравилось, они очень сильно травмируют кожу, разбивают ее, и кожа краснеет, и все, и пигмент не остается. Ну, то есть нужно большее количество времени для того, чтобы сделать ту же самую работу, которую я делаю своим аппаратом. Гиансан стоит порядка 15 тысяч на рынке у нас. Такая машинка. Она подписана как Nuvo Intelligent. Это очень смешно. Я ее заказала еще много лет назад, думая, что это действительно машинка Nuvo. На самом деле машинка Nuvo это хороший качественный аппарат, по-моему, Голландия производства. Но вот эта подделка под него, которую продают под маркой якобы Nuvo. Вообще это обычная китайская подделка, я думаю. Машинкой Nuvo настоящей я не работала и не пробовала. Я уверена, что она нормальная. Но попробуем вот эту. Она включается с таким же проводом, вот такой же шнур, как для Гиансан, для нее подходит. И она модульная, в этом ее плюс. Вот такие модули, обычные, китайские тоже. Заказывала я, по-моему, их на AliExpress или где-то там же. Брови она делает нормально, а губы, глаза она не умеет делать. Нет, она не включается. Ну, только что же работала. В общем, машинка не включается, поэтому я вам не покажу, как она работает. У меня в Инстаграме есть пост, там, где я работала именно этой машинкой, цепляла латекс и рвала его. Ну, то есть с кожей она примерно так же поступала. Вот, есть машинка. Она, кстати, неплохая. Для тренировок тоже. В принципе, ей можно работать и на людях. Она вполне себе себя хорошо ведет на коже, она очень хорошо, быстро оставляет пигмент, и она стоит $35. Мы на нее скинем ссылку, точно так же вы можете ее заказать, у нее тоже нет названия, видите? Это тоже аналог Gucci модульной. Работает она вот с такими модулями картриджа. У меня это единички, вот картридж, написано, что все стерильно, все нормально, не знаю, насколько стерильно. Это блок питания, который заряжается с таким блоком. Вот здесь регулируется мощность. Вот такой шнур, смотрите, как зарядка от айфона. Недавно увидела, что такие машинки тоже хотят продавать задорого. Она продается в коробке тоже безымянной. Вот такая обычная коробка, она там лежит. Там же лежит блок, лежит вот такая зарядка. Она может работать вот так. Регулировать скорость можно. И может работать вот так. Здесь есть кнопочка. Мы на нее нажимаем и включаем. Первая скорость, самая мощная. Вторая чуть-чуть слабее. И третья самая слабая. Она модульная, что значит, что это все стерильно, что вы никого не заразите, это уже плюс. Она, в принципе, даже удобная и очень быстро прокрашивает брови и губы. Глаза ею делать невозможно. Почему? Потому что она разбивает их просто в мясо, по-другому сказать не могу. Делаешь, когда межресничку, она просто разбивает, и если кожа вот идеально хорошая, мастера поймут, что значит идеально хорошая, на которой все ложится идеально, вот тогда вы, может быть, сможете прокрасить межресничку и не оставить просто такой красный след. Но брови и губы она красит прикольно, быстро, и мне достаточно даже нравится, но она очень сильно может заглубить пигмент, то есть у нее нет стабильного хода иглы, и поэтому, когда работаешь ею, она где-то оставляет прям мягкую нежную тень, а где-то может заглубить. Сейчас попробую на латексе. То вот она очень пиксели такие оставляет. Посмотрите, в сравнении с той машинкой первой. Вот яркая, раз, два, три. И вот это то, о чем я говорила. Вот эти яркие точки, это могут быть потом синие
синие пятнышки на бровях при заживлении, даже если у вас очень теплый пигмент. На латексе очень хорошо ей отрабатывать штрих, удобно в том плане, что вы не привязаны ни к какому шнуру, вы накрутили эту штуку, взяли модуль, он стоит тоже копейки, по-моему, 15 центов, если не ошибаюсь, 15 или 20, ну что-то такое, меньше $1. Плюс ее именно в том, что она имеет вот этот модуль, то есть даже если вы будете работать на людях, то ничего страшного не произойдет, кроме, вот как я уже показала, каких-то мест, которые вы можете случайно заглубить, сами того не желая. Она такая слишком пиксельная, ну то есть она прям такие точки явные оставляет. Я не люблю такие машинки, мне нравится, когда они оставляют прям нежную тень. И в то же время я могу сделать так, чтобы они оставляли пиксели, если мне это понадобится. Она через месяц у вас сломается, скорее всего, даже если вы купите ее за 18 тысяч или там за 15 или за 10. Ну, как бы можете заказать себе десяток, вот мы вам дадим контакты, где их можно заказать, и радуйтесь жизни. А можете купить себе нормальный аппарат и работать им. Есть еще одна машинка, она похожа. Вот, я ею не буду работать, она использует тот же самый модуль. Вот смотрите, я его взяла, прям из нее, вот достала. Она тоже заряжается от своего же шнура. Она оставляет еще большие пиксели. Я как бы еле касаюсь сейчас латекса точно так же. Но посмотрите на яркость вот этих точек, которые она оставила. Кто хочет делать пиксели, вот, покупайте себе машинку. Эта машинка чуть-чуть дороже, она, по-моему, стоит 40 или 45 долларов. Ну, в общем, вот они все примерно одинаковые, да? Они неплохие именно тем, что у них есть модуль. Есть еще одна машинка. Многие считают ее хорошим аппаратом. Не знаю почему. Я его так и не полюбила. Вот так он выглядит. У нее вот такой логотип и такой логотип. Все как надо. Она считается в Китае премиум классом. У нее вот такой адаптер сетевой. Просто шнур с кнопочкой включения вот здесь. Но есть прекрасные шнуры, будет поинтереснее, потому что я могу отрегулировать мощность. Для сравнения, слышите, да, звук? И это самая маленькая скорость. Я не знаю, как на ней работать, честно, чтобы вы слышали разницу звука. Здесь самая маленькая. Вот, можно еще меньше даже сделать. Но если на такой скорости работать, на этой машинке, она ничего не оставит просто в коже. Заряжается она точно такими же иголочками. Вот смотрите, ту же самую возьму, которую я уже подогнула. Точно так же она подгибается зигзагом. Тут тоже есть иглодержатель. Вот. Тут никак не регулируется вылет иглы. Вообще никак. Можно взять вот эту штуку, которая якобы предотвращает попадание пигмента. Представьте, что вы все это делаете при клиенте, опять же. Надеваем носик. Видите, какой вылет иглы? Вот для того, чтобы вам его отрегулировать, вам нужно сейчас всю эту конструкцию снять и запихнуть иголку поглубже. И это ужасно. Я не знаю, как это делать все при клиенте, вот, честно. А вот теперь я ее слишком сильно впихнула. С чем я столкнулась при работе с этой машинкой, она очень-очень плохо оставляет пигмент в коже. Если вы делаете тень, то вот вы сделали первый проход, потом стерли, а там практически ничего не остается. Ну, не очень показательно, но я думаю, что мы сейчас увидим, насколько ярко осталось от тех китайских машинок. Но если, кстати, посмотреть, вот здесь сейчас видно, насколько эти точки холодного оттенка, смотрите. Здесь вроде равномерно, но на коже вот плохой остаток. Про машинку я, в общем, в целом рассказала, она в целом неплохая, я бы не сказала, что она прям очень плохая. Такой есть у нее минус, я столкнулась при работе с волосковой техникой. Она может слишком сухую кожу прямо разрезать, как при микроблейдинге, вот лезвие вот эти вот с ручками. Она неплохая в каких-то линейных штуках, ну то есть стрелку сделать, там волоски нарисовать, может быть, если скорость поменьше поставить. Губы закрасить плотные такие, ну, то есть достаточно быстро получалось, но в целом мне она не нравится. Плюс, ну вот меня смущает вот этот иглодержатель многоразовый. Даже если вы одели эту штуку, которая якобы защитит от попадания пигмента в вас, она, ну, все равно вот иголка, вот она в этом носике, но сквозь нее я вижу, что может пройти пигмент. Вот просто вот этот пигмент по иголке может пройти и попасть туда в иглодержатель. То есть она не особо-то и защитит, ну, мне так кажется. Может, я ошибаюсь, конечно, я с ним не работала. Я не могу ее снять. Кажется, я испортила машинку. Зато у нее такая красивая коробочка, видите, розовая для девочек. Все как надо. Я ее убираю обратно в коробку. Она, кстати, была абсолютно новая, эта машинка. Сейчас она уже с пленочкой, которая не снимается. Надеюсь, она снимется.
Мне, конечно, жаль денег, потраченных на их, потому что у меня их штук 6 на складе, вот таких новых, нетронутых. Но что поделать. Машинка EZ. Такая у нее коробочка, красивая. Это, по-моему, корейская машинка. Она сделана как копия Cheyenne Pen. Вот такая хорошая, красивая машинка. У меня есть шнур для Cheyenne. Кстати, блок, он тоже не имеет названия. Это делает мальчик в Питере какой-то. Прикольные такие блоки, мне они нравятся. Очень удобно лежит в руке. У меня половина мастеров работает такими машинками. Иголка здесь картриджного типа вход для всех картриджей по типу Cheyenne. Я люблю квадрон, потому что я их люблю. Они самые классные. Так, регулировка мощности, точнее вылета иглы вот здесь происходит. Видите, я кручу вот эту часть, делаю вылет больше или меньше. Она очень-очень мягкая. То есть видите, какие мелкие точки остаются по сравнению со всеми китайскими машинками. И ей практически невозможно насажать пятен в работе. Ну, то есть ты работаешь, а она все время мягенько укладывает пигмент, никаких стыков не делает, потому что у нее очень нежные вот здесь края. И модуль хороший еще, плюс ко всему, конечно же. Ну, то есть если продолжать дальше работать, допустим, следующим блоком, то она вот максимально равномерно укладывает пигмент в растушевке. Также если сделать скорость больше, то ею можно и волосок нарисовать без проблем. Ну, то есть она и линию ведет. Хорошая машинка. Она, кстати, недорогая. В магазине, где мы ее покупаем в Star Tattoo, мы ссылку напишем на видео. Она будет в каком-то из углов вокруг меня. А вот в этом магазине она стоит 12 тысяч. 12 или 14, не помню. Ну, в общем, по сути, она даже дешевле, чем вот эта машинка. Потому что это стоит 15 500, по-моему, или что-то такое. А по качеству гораздо лучше. На нее идет гарантия 11 месяцев. То есть вы покупаете, вот мы, допустим, купили партию, и у нас сломался вот этот вход, где вставляется шнур. Он провалился внутрь, и мы отдали в магазин, они отправили на завод, нам их заменят. Либо починят, либо заменят. Очень здорово, по-моему, считаю, что это правильно, потому что вот это вам по гарантии никто не починит, и тем более вот это, на них вообще нет гарантии, и так далее, на все остальные. Вот, машинка хорошая, у меня работают почти все мастера такими машинками. Некоторые работают своими, кто купил себе аппараты, допустим, кто хочет более качественный, там Cheyenne, либо Xion есть. Плюсы в ней в том, что она картриджная, удобная в руке, нет вибрации, работает во всех техниках. Минусов пока не обнаружила, но вот сломались, там у нас 2 машинки, мы их отдали в магазин, отправили на завод, как я уже рассказала, нам их должны починить, либо прислать новые взамен. У нее хорошая коробочка такая, видите, красивая, вот такая коробочка. Дальше машинка Proton Equalizer. Тоже хорошая машинка, очень мягкая машинка, она даже слишком мягкая для меня. Это машинка фирмы Quadron, вот те ребята, которые делают эти модули, они сделали вот эту машинку. Она работает, естественно, с такими же модулями. Слышите, насколько она тише, чем EZ? Ну, то есть она, естественно, более качественная, потому что она стоит дороже. Если EZ стоит порядка 12 тысяч, то это, по-моему, 23 или 24 стоит. В магазине Odin Shop мы покупали. У нее такая же абсолютно регулировка вылета иглы. Вот эта штука крутится, но она достаточно тугая. Вот я ее как-то регулирую. Вот. В руке точно так же удобно лежит, вибрация такая же, как у EZ, плюс-минус. Я ей не смогла делать волоски, она слишком мягкая для них, у меня не получилось. Но для растушевки она нормальная. Можно тоже поштриховать немножко. В принципе, достаточно похожи на EZ, смотрите, если сравнивать точки. Здесь они чуть-чуть ярче, это значит, что она чуть-чуть мощнее бьет кожу, ну, более агрессивно. Здесь немного мягче. Но на коже, когда работаешь,
этого не чувствуется. Ну, то есть она очень мягкая при работе с кожей. Хороший аппарат. Многие мастера перманентного макияжа, которые занимаются еще и татуировками, работают этой машинкой. Дальше расскажу вам про машинку, которая у меня очень недавно. Эта машинка называется Колорика. У нее тоже такая красивая коробка, прям как будто бы лофтовая. Не знаю, она такая типа матовая, нежная, наверное, для девочек специально. Сделал ее Дмитрий Хаткин. У нее такой вкладыш есть. Тут написаны все характеристики, рекомендации по работе. И по типу она очень похожа на Шайен, вот на все эти машинки, но она тоньше. Ну, то есть она такая аккуратненькая, маленькая. И легче. Если сравнивать по весу, она реально легче Протона, наверное, раза в 2. Она работает с таким же шнуром. Этот шнур прям идеально к ней подходит. Смотрите, он такой же черный матовый, как и она. Те же самые модули, у нее вход стандартный под все картриджи такого же типа, как Квадрон, Шайен и так далее. Любым можно работать. Входит модуль очень легко. Вот прям, если вот здесь как бы надо усилия прилагать, то здесь он входит даже легче. У нее регулировка вылета иглы такая же, только еще и легче. Очень классно она ею делать глаза и губы, прям вообще мне очень понравилось. Она очень мягкая. Посмотрите, какую она растушевку оставляет, абсолютно без пикселей. То есть очень нежная такая тень, красивая. В чем ее большое преимущество? В том, что когда работаешь с глазами, вот я вчера буквально работала, делала ею стрелки, и это была коррекция. Первичную процедуру я делала своей машинкой, Шайеном, я сейчас вам про нее расскажу. У меня выделялось очень много сукровицы, потому что кожа очень сосудистая была, такая сложная, и было сложно даже Шайеном. Вчера на коррекции я взяла ее и сделала, ну, буквально минут за 30, вот, чтоб не врать, за 30 минут я расширила стрелку в 2 раза, прокрасила, у меня не выделилось ни капельки сукровицы, и прям, ну, прям очень быстро и здорово лег пигмент именно на стрелку. И губы тоже очень быстро, хорошо она красит, прям классно. Волоски еще не пробовала, поэтому не могу сказать. В целом мне она прям очень пока нравится. Я ее еще пока пробую, но очень классная, я прям рекомендую. Если вы не делаете волоски, то вообще можно, вот если у вас только растушевка в техниках, вообще можете смело ее покупать и даже не думать. Очень хороший аппарат. Всех этих машинок откручивается вот этот вот держак. Его можно стерилизовать смело, вообще не боясь. Даже в сухожар можно помещать. И в Колорике, и в EZ, и в Протоне. Они везде откручиваются. И их можно заменить на более узкие. Вот здесь, допустим, вот этот держак можно заменить на более узкий шайеновский держак на 21 миллиметр диаметр. Это 25 миллиметров, можно заменить на 21 миллиметр. Стоит эта машинка 35 тысяч рублей. Она идет только вот в комплекте с собой, в коробочке. К ней нужно обязательно покупать шнур вот такого, с таким входом, блок питания и педаль. Ну и последняя машинка у нас осталась на сегодня. Это Шайен Thunder. Моя любимая машинка. Вот они у меня две. Вдруг одна сломается, чтобы была вторая. Эта машинка состоит из 2 частей. Она также и продается, ее нужно собирать. То есть вот у нее моторчик идет и держак. Вот эта точка – это верхняя часть машинки. Вот она у нас, если вот так стоит, то вот эта точка должна быть идеально сверху. Вы ее держите и закручиваете. Для чего она нужна? Для того, чтобы держак прикрутить в правильной форме. Когда вы будете вставлять модуль, у вас модуль должен смотреть вот этой дырочкой вверх. Потому что у нас иголка касается стенки модуля внизу. То есть вы когда работаете, у вас должна быть в таком положении машинка, так, чтобы дырочка была сверху, иголка касалась нижней части модуля, чтобы пигмент выходил. Когда вы работаете с родным блоком Шайен, то вам не нужен вот этот переходник. В чем прелесть этой машинки? У него очень большой вылет иглы. То есть я работаю вот на таком вылете. Видите, какой большой? Я ее люблю. Почему? Потому что она как продолжение руки. Я когда работаю, видите, у нее мотор находится отдельно от держака. У него, соответственно, уходит вся вибрация. Ну, то есть мотор вибрирует, держак не вибрирует. Я его держу, у меня рука не устает, не вибрирует.
Плюс она как бы может иногда ложиться даже на руку вот так. Вы работаете, она вот лежит прям как продолжение руки идет. Это очень классно. Очень нежная получается растушевка. Слышите, как она касается латекса? Ей можно сделать пиксели, если вы очень любите, можно вот сильнее нажим сделать, быстрее скорость. И у нас получится вот такие пиксели. Можно сделать легкую тень. И она идеально подходит для волосковой техники. То есть, когда я ею рисую волоски я рисую на максимальной скорости. Она делает очень-очень тонкое начало волоска. И все волоски вот с одного прохода, они все идеально остаются в коже. И даже если вы поставите большую мощность, 12, например, на блоке Critical, вот я на 12 работаю на волосках, она не будет травмировать и разбивать кожу. То есть вы рисуете волоски, они у вас идеально остаются, вы еле прикасаетесь к коже, и результат получается супер. Но вот я на своем обучении, когда рассказываю, все очень удивляются, что именно такая большая мощность у меня стоит на блоке, это нормально. Я так всегда работаю. На растушевку я ставлю 6-6,5 на блоке Critical. Этого тоже достаточно, в принципе, и на глаза, и на брови, и на губы, везде вот одна мощность. Мне она очень нравится, но в чем ее плюс, я уже сказала во время работы, то что нет вибрации, она как продолжение руки идет, она достаточно удобная. Я бы не сказала, что она прям очень легкая, но и не тяжелая, нормальная, средняя. Хорошо оставляет пигмент, большой вылет иглы, это очень удобно, маленький расход краски, то есть у вас нет лужи пигмента, когда вы работаете. И вы видите полностью все, что вы положили. То есть, если это растушевка, вы видите каждый пиксель, который она оставила. Если это волосок, вы видите каждый волосок. Ни разу у меня за полгода работы ею не упала клякса пигмента на кожу. Мастера поймут, что это такое, потому что когда работаешь, допустим, рисуешь волоски, и у тебя клякса падает, ну это жесть, прям ты начинаешь очень сильно злиться. А когда ты работаешь в луже пигмента в растушевке, тоже не очень понятно, где ты штрих уже положил, где нет. А тут как бы все видно. И еще одна очень классная деталь. Я теперь работаю с одной стороны с бровями, с растушевкой. Когда я работаю на второй брови, которая дальше от меня, я работаю на себя против роста волосков. И за счет того, что вылет иглы большой, не брызжет пигмент во все стороны. Ну, то есть вообще абсолютно нет никакой разницы, когда ты работаешь на себя по росту волосков или когда ты работаешь на себя против роста волосков на дальней брови. То есть не надо ездить. Итак, подведем итоги. Мы попробовали сегодня много машинок, там вот самый хлам я отложила, оставила вот из китайских три вида. Вот они все три у меня в руках. Если вы мастер и вам пытаются продать вот это задорого, не ведитесь. Это просто элементарный развод на деньги. Никак не могу это больше назвать, потому что это стоит очень мало, $35. Ссылка где-то здесь, надо мной или сбоку. Можете заказать их себе прям целыми ведрами, мешками. Если вы клиент и видите, что у вашего мастера такие аппараты, лучше бежать от этого мастера. Конечно, он может соблюдать какие-то меры предосторожности, чтобы краска не попала в иглодержатель, но это абсолютно не гарантирует вам никакой безопасности. Вот. Эти аппараты из разряда хороших. Вот, у нас мастера работают такими аппаратами, такими. По сути, всеми этими аппаратами работают наши мастера. То есть, если вы видите у мастера аппарат, который имеет вход для картриджей, вы прям можете попросить, чтобы он вам показал, какой фирмы картриджи, если вы клиент. Как они, допустим, одноразовые или не одноразовые. Это все можно посмотреть, попросить. Это не плохо для вас, это не считается чем-то зазорным, это как бы ваша безопасность, скажем так. Прям спрашивайте, не стесняйтесь, пусть вам показывают, рассказывают, какой машинкой работают, какими модулями работают. Если они работают иголками и вот такими аппаратами, то не надо. А если вы мастер перманентного макияжа, то очень рекомендую вам переходить на качественное оборудование. Эти машинки не стоят заоблачных каких-то денег, как я уже сказала. Я не сказала, кстати, Шайен сколько стоит. Шайен стоит 33 или 34 тысячи, Тандер, всего лишь. Очень мало. Есть также Шайен Spirit, он стоит еще дешевле. Есть Шайен Pen, он чуть-чуть дороже.
но он не больше 50 тысяч стоит. Есть еще машинка Xeon Spectra, я вам ее не показала, девочка сейчас, мой мастер, работает ею, она занята, тоже хотела показать. Она стоит в районе 45 тысяч, то есть эти деньги, они не очень большие, это не 200 тысяч, там, как всякие премиум машинки стоят для перманента. Они стоят недорого, картриджи стоят 1600 за пачку, тут их 20 штук, то есть это меньше 100 рублей за один картридж. То есть не экономьте на здоровье своих клиентов, это не такие большие деньги, не надо пользоваться вот этим всем китайским хламом, при клиенте это все заряжать, это некрасиво, это не стерильно, и это никак не возвышает вас как мастера. Мир перманентного макияжа сейчас очень активно развивается, уже очень много хороших мастеров, очень много хороших школ и очень много хороших аппаратов. Если вы хотите быть действительно хорошим мастером, то используйте качественное оборудование, не экономьте на нем. Это не приведет ни к чему хорошему. Надеюсь, это видео было вам полезным. Вы можете подписываться на наш канал. У нас будет еще очень много всяких крутых видео обзорных. Вы можете задавать вопросы в комментариях. Вы можете писать, какие темы для вас наиболее актуальны. И мы снимем видео, расскажем, покажем, объясним. Всем спасибо за просмотр и всем пока.